Никто не верит, даже взрослые не верят. Даже в Африке не верят. Крокодиловым слезам. Почему создатель мифа катит камни на Сизифа, где находится Сезам? Почему никто не верит, даже взрослые не верят, даже в Африке не верят крокодиловым слезам? Радио Slavic Family в цифровом формате в любой точке мира. Скачай бесплатное приложение для своего мобильного телефона. Доступно для iPhone и Android девайсов. Журнал «Афиша» – путеводитель и помощник славянской общины в штатах Орегон и Вашингтон. Вам нужна помощь с транспортными расходами? Вы можете ездить на TriMet всего за $28 в месяц. Это на 72% дешевле, чем обычный тариф для взрослых. Если вы в настоящее время пользуетесь SNAP, Oregon Health Plan, WIC или другими социальными программами, вы, вероятно, имеете право на льготный проезд в TriMet. Также вы можете получить скидку на основе вашего дохода. Узнайте больше о сниженных тарифах и о том, можете ли вы пользоваться данной программой, посетив веб-сайт trimet.org/hop/ru. Слушай, я уже полдня с твоим списком продуктов мотаюсь. 10 магазинов в городе исколесил. Никак не могу ничего собрать из твоего списка. То того нет, то другого. Зачем, милый? Зачем ты так мотаешься? Достаточно заехать лишь только в один супермаркет City Max. Там есть все, понимаешь? Вообще все. Ну, так бы сразу и сказала. Значит, говоришь, что который на 122 и Павел? Да, на пересечении 122-й авеню и Пауэлл-бульвар в Портленде. Все, уже еду. Программа с Ольгой Шер. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Уважаемые радиослушатели, дамы и господа, всем добрейшего дня. У нас в студии Татьяна Бондарчук. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, Ольга, и добрый день, дорогие слушатели и зрители. Я вас приветствую снова в нашей студии, в студии Slavic Family Center. И меня зовут Татьяна, я работаю в лютеранской организации как Community-Based Crime Victim Advocate, то есть я помогаю тем, кто пострадал в криминальных происшествиях. И сегодня у нас очень интересная тема, очень важная тема, потому что все будет происходить уже начиная в этом месяце, и мы будем говорить о переписи населения и о том, как защитить себя от различных мошенников, которые хотят воспользоваться вашей информацией. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте нас, и мы сегодня будем говорить об очень важных вещах. And my name is Tatiana. I work as a crime victim advocate at the Lutheran Community Service, and today we will talk about Census 2020, and it is on the way. It's almost at your door, and I very like to ask you to be with us because we will talk about very, very important information today to make sure you will avoid the fraud, you will avoid the different like identity theft during the census processes. And the census is on the way, it's almost there. And I very like to introduce my guest today in my studio. I invited someone from Census Bureau, and you will be meet this person very soon. И я пригласила специально сегодня представителя из Бюро по переписи населения, чтобы специально его спросить о тех вопросах, которые интересуют нашу славянскую комьюнити, чтобы нам получить информацию с первых рук, поэтому оставайтесь с нами, чтобы узнать правдивую, точную, конкретную информацию, как будет происходить перепись населения и что нам нужно делать. Hi, Mark. Thank you so much for being with us today. And I very like that you will introduce yourself and you will tell us how long you're with Census, and I know you're expert in this area, and we would like to learn from you today. Yeah, thank you so much for having me.
So my name is Mark Chorney. I'm the team lead for the Census Bureau's partnership program in Oregon and Idaho. I live here in Portland. И меня зовут Марк Черный, и я как раз работаю в бюро по переписи населения. И я именно вот в этой команде, которая работает по Орегону и по... What's the other state? Idaho. И Айдахо, 2 штата, мы покрываем работу именно перепись населения в 2 штатах. И я вот сегодня очень рад быть с вами в студии. So, how long you been with the census? I started working for the Census Bureau in May of last year. И вот я начал работать именно в бюро по переписи населения в мае прошлого года. And I also worked in the 2010 census, actually, as well. И я также работала еще в 2010 году, тоже в этом же бюро, занимаясь вопросами переписи населения. So, during this year, I know you've been done hundreds probably presentation, but like what's the exactly number for the presentations that you've been done? Certainly hundreds of presentations, well over 100, and reaching thousands of people in Oregon. И вот Марк, его роль, он провел больше 100 презентаций по поводу, как будет проходить процесс переписи населения. И он также работал со многими тысячами, то есть не только 100 человек, но тысячами людьми, чтобы обучить и показать, как идут процессы, и чтобы оградить людей от всякого мошенничества. So the goal of your presentation and reaching out people was to prevent any fraud, any identity theft, and to give the clear, concrete information about the census processes. Is that correct? Yeah, absolutely. To help folks understand why the census is important, to understand that it's safe, and to understand that it's really easy to complete. Да, это так, потому что наша роль, чтобы разъяснить людям, почему перепись населения очень важна, почему нужно участвовать в этом и что это вообще означает. Great. That's my second question. So, what is the census about, and why we are doing this? Sure. The census is a count of every person who lives in the United States, and we do that every 10 years, and we've done it every 10 years since 1790. И вот перепись населения, она происходит по всем штатам Америки, и желательно, чтобы все в этом участвовали. И практически это с 1919... Since 1790. Oh, 1790. Oh, с 1790 года. С 1790 года перепись населения, оказывается, существует в Америке, и люди участвовали в этом. So why is this important? Yeah, go ahead. Well, I wanted to say one more thing is that it's actually in the United States Constitution that we do this every 10 years. So it's right there at the top of the U.S. Constitution. И вот что еще Марк добавляет, что, оказывается, перепись населения, она заложена в Конституции Соединенных Штатов Америки, и сама страна, она должна проводить перепись населения каждые 10 лет. И вот это как раз, что они делают. And still, why is this important to count everyone? Well, it's important for a few reasons. The main reason why we do it is we use the count of everybody living in the United States to figure out how many representatives each state receives in the United States Congress. And this is the only way that we have to do that. So there's 435 members of the in Congress, and depending on how many people live in each state, that determines how many members they get in Congress, and this is how we figure that out. Я спросила Марка все-таки, какая причина для цензуса? Одна из причин – это посчитать, сколько людей проживает в каждом штате, и, соответственно, от количества населения в каждом штате будет определенное число представителей, которые будут заседать в Конгрессе, представители от штатов, потому что всего в Конгрессе 435 представителей, и каждый штат
будет иметь свое количество представителей, которые будут представлять штат именно в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. So that's the one reason, but what's the another reason? Another reason is census data, the information that we collect helps figure out how we distribute federal funding for our communities for a lot of really important programs. И вот другая причина, почему происходит перепись населения, это распределение федеральных ресурсов на каждый штат, чтобы создавать различные программы для населения. So it's some kind like the budget distribution, right? So the U.S. Congress sets the funding for those programs, but the census data helps figure out, well, where are these programs needed? So programs like the food access program, it's called Supplemental Nutrition Access Program, programs that help women, infants, and children, programs that help students gain access to grants for college, a whole number of different programs that are really important in supporting our communities. И вот я попросила Марку уточнить немножко по поводу вот этих денег, которые Конгресс распределяет между штатами. То программы — это разные программы для оказания помощи населению, такие программы, как, допустим, вот продукты питания, талоны на продукты питания, также оказание помощи женщинам и детям, и также различные гранты для вот молодых студентов, которые могли бы обучаться в колледже. И я попрошу, Оль, мы, наверное, откроем уже линию для людей, чтобы могли наши слушатели сегодня звонить, задавать вопросы, потому что у нас сегодня немножко необычная передача. У нас сам представитель именно из Бюро по переписи населения, поэтому очень важно, чтобы люди сами могли спросить вопросы. Тогда, наверное, объявить телефон, по которому люди могли бы звонить, слушатели, и спрашивать. С удовольствием. Уважаемые радиослушатели, зрители, мы приглашаем вас писать сообщения, звонить по номеру 971-319-1130. У нас в студии действительно, благодаря умениям и общественным связям Татьяны, представитель организации по переписи населения, такой древней организации, оказывается, в Соединенных Штатах. Да, но Марк у нас не древний. Как долго он работает вообще в этой сфере? In general, so the Olga mentioned that the census organization is like very old organization that count people every 10 years. And the questions about you, like how long you've been with census in general? So I worked for me as an employee. Well, so I started last May, so almost a year, and then for this census, and then in the previous one, I worked for about a year and a half as well in that one. И вот Марк, он именно с бюро по переписи населения, вот на эту перепись 2020, это он с прошлого года уже начал работать, где-то почти год. И в 2010 году тоже где-то 1,5 года он тоже занимался вот именно этими вопросами оказания и разъяснения населению о процессах переписи населения. Very common questions regarding census. If the people should be like US citizen, what's the requirement for people to participate in a census? Я спросила Марка, какие все-таки должны быть вот эти requirements, чтобы люди могли участвовать в этих в процессах переписи населения, и необходимо ли быть гражданином Америки, чтобы участвовать? Что такое requirement? Requirement — это какие требования нужны для того, чтобы участвовать в процессе переписи населения. Спасибо. Для особо одаренных попросила объяснить. Okay. So everybody in the United States is counted in the census. So that's citizens, non-citizens, everybody, children, infants, babies who were just born. Everybody is counted in the census. И вот смотрите, дорогие слушатели, для переписи населения неважно, вы гражданин Америки или нет, потому что все люди подсчитываются.
просто вы проживаете здесь, подсчитываются дети, подсчитываются новорожденные, подсчитываются взрослые, пожилые, все подсчитываются независимо от какой статус вы имеете здесь. So it doesn't matter immigration status, people have a green card, or people just new arrivals, or they're U.S. citizen. Is this correct? That is correct. Yeah, all those folks would respond, and all of the information that they provide to us is completely safe. We don't share it with immigration and customs enforcement. We don't share it with law enforcement. It's completely against the law for us to share that information. И вот эту информацию, которую вы нам будете предоставлять, то наше ценсусное бюро или бюро по переписи населения не делится этой информацией ни с кем, ни с отделами полиции, не делится с иммиграционными любыми отделами, потому что это все только для бюро по переписи населения. Is the question regarding immigration status on the application? It's not on the 2020 census. No, there's no question about immigration status or citizenship on the 2020 census. И вот я попросила Марка все-таки объяснить, потому что для нас очень важно и очень тревожно, если этот вопрос в этом пакете для переписи населения по поводу вашего миграционного статуса. И он подтверждает, что этого вопроса в application на 2020 год нету. So the people don't need to mention about the immigration status in the census application 2020. That's right. That's right. И вам не нужно будет указывать, какой у вас иммиграционный статус в этом году. Вот в этой переписи населения этого вопроса нет. What is the questions actually in a census application? Yeah, well, there's not that many actually. I'll go through them here. Okay. We ask the amount of people who are living or staying at a residence. Okay. Я спросила Марка все-таки нам рассказать, какие будут вопросы вот в этом пакете, который к вам придет. Значит, один из вопросов — это сколько людей проживают по такому-то вот адресу или в той вот семье, где семья находится. So it's by the address, right? Yes. Да. Значит, сколько людей проживает по такому-то ли адресу, куда пришел вот этот пакет по переписи населения. Okay, what's the next question? We ask if folks there are, if they own the property, if they rent it, or if they are just staying without any kind of payment. И вот мы дальше спрашиваем, если вы арендуете вот это место, где вы живете, или дом, или апартмент, в котором вы живете, если вы, you said rented, then own, or if they're staying and not paying. Если вы владелец дома или места, где вы проживаете, или апартмента, или вы просто там проживаете, но вы ничего не платите за это. То есть этот вопрос у нас будет спрашиваться. Next. What's the next? We ask for a phone number. И следующий вопрос будет: ваш телефон нужно будет указать. Name of each person. И, конечно, имена людей, которые проживают по этому адресу. The sex of each person living there. И также именно вы принадлежите к мужчинам или женщинам, вот это тоже будет спрашиваться. The age and date of birth of each person. И также дата рождения людей, которые проживают. Whether each person there is of Hispanic, Latino, or Spanish origin. И вот этот такой типичный вопрос в любых здесь в американских аппликейшенах, они спрашивают, если вы принадлежите к испанской группе населения, к латинской группе населения, или вы so it's non-Spanish, non-Hispanic, right? Well, we ask two questions that are somewhat similar. So we ask Hispanic, Latino, or Spanish if they're of Spanish background. Okay.
but we also ask their race as well, and they can answer those however So they it's like other, right? People can answer. Essentially, yeah. We just want to make sure that if folks are of Hispanic, Latino, or Spanish origin, that they are including that in the census. То есть, в принципе, это касается вот людей, они могут быть испанские или латино, или просто латино, или просто испанцы. И такие вопросы касаются, где люди должны ответить на эти вопросы. I said we mentioned race too. Да, и вот именно национальность тоже, вам тоже нужно будет ответить на этот вопрос. Regarding the race, we are very large Slavic community, and we have different nationalities, and we are sometimes multiracial. In the term of mixed, the father can be Russian and mother can be Ukrainian, or people from Kazakhstan, Uzbekistan, Moldova, Ukraine, and etc., and Russia. So is any question related to that? Sure. So for the race question, there's a couple of options, and then you can also write in your ethnicity or nationality. So for me, I would put white, but I could put Slavic since I'm half Ukrainian. И вот как раз вот этот вопрос, касающийся вот вашей национальности или к какой группе населения вы принадлежите, как бы один простой ответ, когда мы отвечаем, мы относимся, допустим, мы славяне, относимся к категории белых людей, то есть white по-английски. Но также там будет такая options, где можно будет выбрать и написать, какой национальности вы принадлежите. И вот Марк привел свой пример. Он, допустим, он ответит, что он white, то есть он относится к категории белых людей, а и в то же время у него украинский бэкграунд, то есть он есть корни с Украины, поэтому... Судя по фамилии тоже. Да, поэтому он напишет, что все-таки он принадлежит к украинской группе населения. Yeah, Olga mentioned your last name actually, Chorny, is very typical name for Ukrainian people. And then there's one other question, which is, I'll say, the relationship between people. So mother, father, son, how people are related in the household. И еще один из вопросов будет, вот если вы проживаете в этой семье, то тогда надо будет указать, допустим, если кто мама, кто папа, кто дети, кто дедушка, бабушка, тети, дяди, то есть какие отношения между теми людьми, которые проживают вот в одной семье. If people will have a, not related person, so what's the answer should be an application? Sure, and that's totally fine because we want to count everybody who's living there. So there would be an option for, I think you can put in unrelated or an option like that. Like friend or... Yeah. И я попросила Марка еще разъяснить, потому что некоторые семьи могут в них проживать кто-то, кто не прямой родственник в этой семье, то тогда для того человека можно просто написать, что не родственник, типа такого, или как просто друг. Можно будет так ответить в этих вопросах. So yeah, I was just looking it over, and there's a bunch of different options to choose how people are related. So if they're not actually related, there's options for roommate or housemate, foster child. И вот он сейчас смотрит как раз вот application, какие вопросы есть, и как раз вот этот вопрос, когда люди не родственники друг другу, то там есть такие некоторые варианты, когда можно ответить, что, допустим, приемный ребенок, what's the next, foster child, or just other non-relative. Или другой не родственник. То есть вот такие разные варианты, на которые можно вот будет все-таки отвечать. Можно выбрать ответ. Можно будет выбрать ответ. Great. So what's the, like in general, total numbers of questions in the application? It's about 10 questions.
Yeah. But they have a different sub-questions, right? Sometimes there are, yeah. In general, there's we have these kind of approved questions that are on the form, but there's, if you're filling out the online form, for example, there might be a question that you answer to just make sure that you are going through the form correctly. But in the questions that we actually collect information on are those ones that we just talked about. И я спросила Марка все-таки, сколько вопросов вот в этой форме. В основном 10 вопросов, которые они собирают. И, конечно, ответы на каждый вопрос есть с различными такими выборами, которые можно выбрать, и с различными разъяснениями. И когда, если вы будете по интернету заполнять, там, может быть, будут какие-то маленькие подвопросы тоже. Мы сейчас как раз будем об этом говорить. Вот. Но рассчитывайте на то, что где-то около основных 10 вопросов, которые вот бюро по переписи населения будет собирать эти вопросы. Ольга, do we have any... у нас есть некоторые? Да, у нас уже есть вопросы, но я хотела бы все-таки, может быть, услышать все вопросы, которые будут в переписи, или мы не можем пройти по всем? Ну, в основном, did we cover all 10 questions that... We did, yeah. There's a question on here, the only one that we didn't cover. It asks if anybody else is living or staying in that house, and it's just basically trying to ensure that the person answering the form is including everybody. So that's. И вот один из вопросов, который мы еще не покрыли, практически один из последних вопросов, всех ли вы указали людей, которые проживают вот в вашем доме? Может быть, кто-то еще есть, которого мы вот не перечислили выше, или вы не перечислили выше, то, пожалуйста, тоже вот укажите этого человека. Нам пришел вопрос. So we got the questions. Объясните, пожалуйста, зачем нужна эта перепись, если у каждого есть social security и персональный номер, а нелегалы все равно не будут участвовать, так как у них нет адреса, driving license, и про детей у них нет тоже информации. So, can you answer this question? So, everyone who registered legally in the United States, they have a social security, they have a license or IDs, and they're all already count. But people who are illegal here, they probably won't be participate in census, and they also probably will not mention about their children in a census application. So why we still need the census processes in the U.S.? Well, as it says in the U.S. Constitution, we have to count everybody living here every 10 years, whether they are, no matter what their status is in this country. So it's part of the process that our forefathers have set up for us in this country, and that we have to follow every 10 years. И вот что Марк говорит. Дело в том, что вот этот процесс переписи населения, он заложен в Конституции Соединенных Штатов Америки, и поэтому каждые 10 лет это бюро по переписи населения, они обязаны собирать вот эту информацию. And in my understanding, the question was like, yeah, the people have social security and people have like ID, driver license, but the census collecting much more information, right? So it's like, how many households there? So, the youngest, the newborn child, and also the nationality, so race, and so yeah, all those questions that we. So maybe why is that important? Is that the question? It Yeah. sounds like. Well, it's important for a lot of reasons. Certainly, the federal funding that we talked about, some of those programs in our communities that we need good information to help make sure that the funding for those programs is distributed in the best way possible. So that's one of the reasons. И вот дальше, отвечая на этот вопрос, все-таки почему это важно все-таки участвовать в переписи населения, и почему это важно также для бюро по переписи населения собирать эту информацию, потому что чтобы федеральные ресурсы, они были
как бы справедливо распределены между всеми штатами. So the federal funding to make sure it will be a fair distribution among the different states, right? Yeah. Also, excuse me, in terms of what we use the information for and the data for, when, for example, when an agency is looking to figure out where new public transportation should go, they look at census data for that. When they have to figure out how to draw school district boundaries, they look at the census data for that. When businesses are looking to open up new stores or restaurants or shops or to bring jobs to a community, they look at census data for that. Census data is really the gold standard for planning in our communities for so many reasons, or in so many ways. И вот что Марк говорит, значит, когда идет распределение вот этих ресурсов, и, например, вот эта информация, статистика из Бюро по переписи населения, она будет как раз помогать, когда, допустим, штат или города, они хотят провести какие-то новые дороги, какие-то построить новые магистрали, то они будут смотреть, где именно нужно это строить, потому что будут смотреть, где именно большое скопление людей проживает. Или, например, когда строятся школы или школьные вот эти дистрикты, границы устанавливаются, тогда для этого тоже нужно посмотреть, где какое количество детей больше находится. Или когда люди хотят открывать какие-то бизнеса, то также смотрится, нужны ли вообще бизнеса именно в этом регионе, потому что есть ли скопление людей, тех, которые будут пользоваться этими бизнесами. Вот поэтому идет как раз подсчет вот этой всей статистики. And we will have a break. Итак, друзья, после перерыва мы обязательно спросим Марка, зачем нам идентифицировать себя не только как белый человек, указывать украинцам и русские, или, может быть, мы из Грузии приехали, зачем это нужно делать и насколько это важно. Так что оставайтесь с нами и пишите ваши вопросы по номеру 971-319-1130. You are listening to KXPD 1040 AM, Radio Slavic Family. Нужны деньги для бизнеса? Обращайтесь за помощью в You Choose Financial Services. Звоните 870-228-87-78. Выдаем бизнес-займы от 10 тысяч до 10 миллионов, от 3 месяцев до 25 лет. Без залога, минимум документов, на любые цели и с любой кредитной историей. С You Choose Financial Services. Быстрый ответ и деньги на счет уже через сутки. Звоните 877-228-87-78. И знайте, 4 из 5 наших клиентов получают займы. Когда банки говорят «нет», мы говорим «да». Звоните 877-228-87-78. И еще, рекомендуйте нас и получайте комиссионные. 877-228-87-78. Компания Liberty Trans LLC предлагает диспетчерские услуги. Работая с нами, вы можете быть уверены, что груз для вас будет найден без задержек. К тому же ваш личный диспетчер будет с вами на связи круглосуточно. Также приглашаем к сотрудничеству владельцев грузовиков, выгодные условия, быстрая оплата, обеспечение грузами по выбранным направлениям, возможно, помощь с бухгалтерским учетом. За подробной информацией обращайтесь к Оксане по телефону 503 816 55 61. Что у нас на завтрак, Берримор? Овсянка, сэр. Сколько можно? Друзья, съездите, наконец, в магазин изобилия. В нем широкий выбор европейских продуктов, собственная кулинария и отличный сервис. Шерлок, где находится это изобилие? В Портленде, на 179-й и Division. Удобное расположение, но цены наверняка высокие. Бросьте, старина. Цены здесь одни из самых низких в городе. Кроме того, в изобилии действует 10% скидка при покупке на сумму от $50. И все-таки, почему именно изобилие, Шерлок? Это же элементарно, Ватсон. Изобилие — это лучшее сочетание цены и качества. Компания Rapid Freight приглашает к сотрудничеству трак-драйверов на выгодных условиях.
Мы предлагаем гарантированно высокую зарплату, бонусы, бенефиты, работу на удобных и постоянных маршрутах. Local, Short и Long Distance на ваш выбор. По телефону 360 954 59 97 вы можете узнать все интересующие вас детали. Также ждем собственников траков, предлагаем траки под выплату. Rapid Freight. Движение только вперед. 360 954 59 97. Анатолий Белинский. Многолетний опыт, эффективность, конфиденциальность и безупречная репутация. Криминальное право, защита от покушений, нападений, воровства и грабежей, автомобильные аварии всех видов транспорта, травмы на работе, нарушение правил дорожного движения, все виды штрафов, включая водителей CDL. Консультация по всем видам страховки и банкротства. Вся консультация бесплатная. 503 290 60 34. Анатолий Белинский. Когда Вседержитель со мною и дети вокруг меня. Иов, 29 глава, 5 стих. Церковь Богу смотрит и Дом Отца проводит женскую конференцию 7 марта. Конференция начнется в 11:00 утра и будет проводиться по адресу 5201 North-East Миннехаха-стрит в Ванкувере. Приглашаем всех женщин разделить прекрасное время в слове наставления, свидетельств, вопросы и ответы, семинар для подростков и также теплое знакомство за столами. Регистрируйтесь на нашем веб-сайте www.gwprovide.org или звоните по телефону 503 863 73 62. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Программа с Ольгой Шер. Уважаемые радиослушатели, дамы и господа, продолжаем программу «Перепись населения». Это то событие, которое знакомо нам еще с просторов нашей бывшей исторической родины, но здесь оно гораздо быстрее происходит, гораздо меньше вопросов, и организовано все иначе. Давайте мы услышим, и главное зададим вопрос, который мучает нас, всех русскоязычных, насколько важно отметить, к какой языковой группе мы относимся, являемся ли мы выходцами из бывшего Советского Союза, из этих стран, насколько это важно. Или можно просто отметить white, слиться с толпой, чего мы очень порой хотим, ассимилироваться, как многие говорят. Так вот, Татьяна, позвольте нам спросить того гостя, который, так сказать, из первых рук узнать. Да, это из первых рук. Okay, Mark, we're gonna back to the questions that was prior the break. So why is this important? Not only mentioned for us, for Slavic people, just white, but like to mention which nationality we are belong. So it's important because that information is used to help uphold anti-discrimination provisions, especially in voting, but also, when we understand where there, for example, is a large Slavic community, like in East Portland, knowing that means that organizations and nonprofits, groups like Slavic Family can use that information to help apply for grants and funding and that sort of thing. So without having that data and having that information, we don't know if there's a large population, for certain in the East Portland, for example. I mean, it's sort of the official way of understanding that. Самая главная цель в этих аппликейшенах указать, к какой группе населения вы относитесь, потому что это самое первое, чтобы предупредить дискриминацию. А во-вторых, чтобы создать ресурсы. Например, вот что Марк говорит, вот здесь именно в этой части города находится большое скопление русскоговорящего населения. И это очень важно знать, чтобы государство могло организовать различные гранты для создания различных проблем, оказание помощи или развития или других ресурсов, создания ресурсов для именно нашей славянской группы населения. Great, thank you. Оля, ты еще у тебя вопрос был, да, по поводу
насколько все-таки безопасно, да? Да, насколько безопасно свои данные оставить. Особенно меня смутил номер телефона, особенно относительно детей, адрес. Это как-то страшно. So the questions that Olga has and I actually also have. So in an application, we will provide the address, the phone number, all information about children, name, ages. So how save this information? I'm so glad you asked. Yeah. So the information, we at the Census Bureau are not allowed to release that information to any other agency, department, law enforcement, anybody. We can only release what we call aggregate data. So we can't release any of that personal information about И people. вот для нашего бюро мы не раскрываем эту информацию ни для кого, ни для различных организаций, ни для вот law enforcement, это те, которые именно относятся к полиции, к детективам и к другим, которые именно делают легальные какие-то вот вещи в стране, то мы собираем информацию, и потом мы ее коллектируем, собираем как статистику, организуем как статистику, и мы дальше уже предоставляем статистические данные. So the main role what you're doing, you're collecting information, and then you're releasing just statistics. Exactly. That's actually our whole bureau is just a statistics bureau, essentially. And I'll say real quick that the census data that we collect is kept confidential for 72 years. So it won't be till 2090 or 2092 that any of this information could be released. И вот всю информацию, которая сейчас вот в этом году, в 2020 году будет собираться, в течение многих лет к ней доступ никто не будет иметь практически до 2090 года или 92 года. То есть эта информация будет закрыта, секретна, и только бюро будет предоставлять именно статистические данные, то есть в основном как бы цифры по штату, по регионам, по районам, по городам. Тогда зачем номер телефона? So the question is regarding the phone number, and it's actually our next questions, right? Okay, great. So yeah, why we need the phone number? Yes. We use it in case we need to follow up by phone for any of the questions. И вот именно телефон нам нужен, чтобы если вдруг, so when the people not fill the completely application, so the bureau need to follow up, right? Sometimes yes, and sometimes in person, which we'll talk about too. И вот если вдруг люди не до конца ответили на вопрос, то есть они ответили, но что-то не до конца отвечено, тогда нужен именно телефон, чтобы перезвонить и чтобы уточнить и собрать полный ответ на вопрос. И также у них будет не только по телефону, они будут достигать людей, но и также будут те, которые будут приходить в дома. И мы сейчас спросим Марка об этом. Okay, Mark, yeah, tell us about, it's called, I believe, census takers. Sure. Who are they? Census and takers. why we have to be aware about that. They are Census Bureau employees from the local community who have been hired to follow up in their community and for folks that haven't responded to the census. И вот смотрите, бюро по переписи населения, у них есть люди, которые они приняли на работу, которые именно с местных регионов, и которые будут физически к вам приходить домой, чтобы, если вы не заполните application, то они будут приходить домой и как бы вам делать напоминание, чтобы вы заполнили application и чтобы вы поучаствовали в процессе по переписи населения. So you mentioned that they will follow up. So if people will not respond, what is the dates or deadlines for people to respond on application? So it happens in a few ways, but I'll say first that the census takers
don't go out into the community until mid-May. Okay. And that happens mid-May to the end of July. So there's a lot of time to respond to the census before they start coming out in the И вот мы community. еще раз, Марк возвращается вот к этим census takers, то есть люди, которые будут собирать информацию, то есть физически они могут приходить, как бы стучать или звонить к вам вот домой или в апартмент для сбора информации. И они начнут ходить именно с середины мая и до конца июля, не раньше, поэтому вы должны знать эту информацию. Если кто-то уже сегодня вам стучится и собирает информацию, говорит, дайте Social Security другое, и мы будем сейчас об этом говорить, знайте, что это неправильно, никому не давайте информацию. So I just mentioned, if someone will come right now to your door and ask your Social Security, saying that they're from census, so the people should be aware, right? Yeah. Да. They would not be an official person from the Да, census. и Марк No. говорит, что это не будет официальные представители от цензуса, от переписи, от бюро. То есть они, эти люди, будут официально ходить с середины мая до конца июля. Пожалуйста, слушатели, слушайте нас внимательно и собирайте эту информацию. Okay, so let's back to the beginning of the census process. It will start from what days? So on March 12th, very soon, people can start responding to the census online via a telephone number, or in some areas they can start responding by mail on March 12th. But So that's the start. the people will get by March 12th, people will get the application? Starting March 12th, people will get an invitation to respond online or by phone. The paper applications don't go out to people, will go out to people who haven't yet responded by April 20th, or April 8th is when the paper applications start going out if people have not responded. Значит, слушайте, дорогие слушатели, очень внимательно. С 12 марта начинается перепись населения. С 12 марта до 12 марта вы должны будете получить это как приглашение, чтобы участвовать в переписи населения. И вы можете уже заполнять после 12 марта или онлайн, то есть по интернету, или по телефону. Если вы по интернету или по телефону не заполните этот application, то тогда к 8 апреля к вам придет уже пакет, именно бумажный application по обычной почте, в котором будут как раз эти все вопросы, на которые вам нужно будет отвечать уже тогда письменно. Ответить вы можете на эти вопросы. Позвольте, Татьяна, напомнить нашим слушателям, что они могут обратиться в медиацентр Slavic Family. Обязательно, да. Да. За помощью, если им нужна помощь в заполнении вот этого или по телефону, или прямо физически можно прийти. Через интернет, да. То есть вы, дорогие слушатели, вы можете прийти в эту студию, где мы сейчас находимся. Slavic Community Center of Northwest с удовольствием вам поможет. Да, это получается Division 172. Большая парковка здесь удобная, подниметесь, мы вам вместе с вами все заполним, или вы сможете воспользоваться техникой здесь, объясним, если что-то будет непонятно. Вопросы какие, если у вас будут, вы можете приходить сюда, вам помогут заполнить этот application, помогут ответить на эти вопросы. Так что студия будет работать, оказывая помощь нашему населению в заполнении вот этих аппликейшенов и также в ответе на вопросов. So Olga mentioned that the Slavic Family Studio will be open for a Slavic community, that people can come, can fill out application either over the phone or online, and if it will be time for the paper application, they also can come, and the people who work there, they will assist our community to fill out application. Yeah, thank you for mentioning that. We're so excited about that, and we're so grateful that you all are doing that. Good work. It's wonderful. Спасибо, что Ольга как раз ты сказала об этом, потому что мы очень рады, что вы будете помогать славянскому населению. У нас есть два вопроса. And we have two questions. Вот нас спрашивают, сомневаюсь, стоит ли все-таки указывать, что мы являемся славянами или выходцами из бывшего Советского Союза, может быть, кавказцами, казахами. Что было сделано для славянского населения, например, после переписи 2010 года?
Есть ли информация? The listener on the phone still feel not too comfortable to share information if they're from former Soviet Union, if they're from Georgia or other part of the former Soviet Union. And this person has a question. Since 2010, when people participated in census, what was happening for the Slavic community here? Like how was impacted at that time, and like some additional programs maybe were created, or what exactly was made it to support the community here? It's hard for me to say that, from my point of view, because you would sort of have to take a look at some of the organizations and programs that are in this community and see, the ways in which maybe they have better served the Slavic community. И вот Марку очень трудно ответить конкретно по статистике на этот вопрос, потому что очень много составляющих, и это нужно просто исследовать, какие программы были открыты, и действительно ли эти программы служили для нашей общины, поэтому сейчас немножко трудно на это ответить. And I knew, like when I talked to Crystal from Hood Village, she also mentioned that in 2010 the Slavic community who live in there were not, fully participated. That's why not too many programs were developed in Fairview or Hood Village. И я тоже говорю, что вот представитель с Hood Village или Fairview, она была у нас в студии несколько месяцев назад, и она как раз вот указала вот это, что в 2010 году немногие проголосовали наши славяне, которые проживают именно в Fairview, вот, и из-за этого очень много программ не было выделено бюджета на это, и не были созданы именно в том регионе, несмотря на то, что большая славянская комьюнити проживает именно вот в том районе. Может быть, именно поэтому, например, в Трауделовской библиотеке нет русскоязычной программы. Совершенно или верно, в да. также. Да, совершенно верно. Поэтому очень важно все-таки указывать это и Это для нас и для наших детей. Они подрастут за эти 10 лет ближайшие. Это мы делаем для них, не только для себя. Совершенно верно. И для наших родителей тоже, пожилых. Совершенно верно. Еще есть один вопрос. Окей, хорошо. Если все так серьезно и действительно это прописано в Конституции, будет ли какое-то наказание тем, кто категорически не хочет участвовать в переписи, не сможет или не хочет? Oh my gosh, it is very serious question. So if someone will decide to do not participate in a census, but we knew that census is actually the rules of the Constitution, there will be any punishment for that, or like what kind of consequences will be for those who will not participate? So there are technically fines that could be issued. However, it is not something that, how do I say this, that we want people to be terribly concerned about. We're more interested in encouraging folks to respond and making sure they understand it's important to their communities. Одно из вещей, которое будет, что все-таки будут какие-то штрафы наложены на людей, которые не участвуют в этих процессах. Но наша цель нашего бюро все-таки вдохновить людей, чтобы люди участвовали, чтобы люди сознательно участвовали, чтобы люди понимали все-таки, для чего это важно, почему это важно, и все-таки добровольно могли заполнить application и дать, предоставить эту информацию для вот этой будущей статистики. So, and because of that, actually, your bureau will work in different stages. So the first will allow people to fill out over the phone or online, then paper application. Then you will have a census takers who will remind people to apply, and also you will have a different, I can say it's like one-stop centers when people can go and get the support and
from people who Assistance, can assist through the applications. Is that correct? Absolutely, yeah, absolutely. And those census takers that come around, like I said, they're all local people. They're all from our communities. And there's a train, right? Oh, absolutely. Yeah, they're trained. And I'll say, too, quickly that anybody who works for the Census Bureau, we all take an oath for life to protect this information that we gather. And if anybody releases any information about somebody, they could go to jail for up to 5 years and be fined up to $250,000. So it's very strict for us, and it's something that's very seriously taken. И вот что я сейчас подтвердила с Марком, то, что это специальный процесс по переписи населения, когда в начале, вот уже после 12 марта вы сможете заполнять или на интернете, или заполнять по телефону, потом уже в конце апреля, вернее, в начале апреля придет вам бумажный пакет application, который вы можете заполнить, потом уже в середине мая будут приходить люди, если вы все вот это не заполнили, это census takers, то есть специальные люди, тренированные в этом бюро, которые будут все-таки напоминать людям заполнить application. Также будут открыты очень много таких мобильных центров, включая наш Slavic Family Center или также при библиотеках, где вы можете, если вы что-то путаете с вопросами, не знаете, как ответить, вы можете прийти. Там будут специально тренированные люди, которые помогут вам заполнить этот application. И все рабочие, все сотрудники Ценсусного бюро или бюро по переписи населения, самое первое, они все тренированные, и кроме того, каждый из них дал присягу о неразглашении информации до конца их жизни. Откуда берутся эти волонтеры, эти сотрудники? Они не волонтеры, они работают. Вот те, кто будут ходить по домам? Да, они работают именно на Ценсусное бюро. Они официально работают, они за это получают зарплату. Они дали присягу на это life то есть присяга до конца жизни. Если кто-либо из них разгласит хотя бы малейшую информацию, они пойдут в тюрьму на 5 лет или они будут оштрафованы на $250,000 будет штраф. То есть это очень-очень серьезно, поэтому информация будет стараться сохраняться конфиденциально, не разглашаться, и эти как бы ассистенты из Ценсусного бюро, которые будут работать в этих мобильных центрах, они будут стараться помочь населению заполнить application, заполнить правильно, не пропустить никакую информацию, чтобы все-таки данные, статистические данные были конкретные, цельные, полные по нашему штату или также в других штатах. I still wanna make a summary about the process and also about the concerns during the processes. So let's just mention the summary one more time. Sure. So starting March 12th is when people can start responding online, by telephone, or in some cases mail. In some areas, people will have a mailed application. In April. Yeah. And then starting March 16th, people will get a reminder letter. And then if they haven't responded, starting March 26th, reminder postcard. And then starting April 8th, a reminder letter, and then the paper form, the paper questionnaire. And then finally, April 20th, starting then, a final reminder postcard before the census takers start coming around in mid-May. Okay. Смотрите, еще раз я попросила Марка сказать нам в общем, как будет происходить процесс. В марте 12, после марта 12 люди получат информацию о том, что можно начинать уже заполнять или по интернету, это или уже очень скоро. По телефону, да, на следующей неделе, да, практически, уже можно заполнять application. Потом 16 марта люди получат, называется reminder letter, то есть письмо, напоминание. Потом 26 марта это будет открытка, тоже напоминание, не забудьте заполнить. Потом 8 апреля придет все-таки уже бумажный апplication придет. Он придет, если мы не заполним. Да, если вы не заполнили.
Уже после 8 апреля, где-то 20 апреля, вам снова придет почтовая открытка, напоминание, чтобы заполнить уже бумажный пакет для переписи населения. Поэтому, друзья, приходим все в Slavic Family Community Center и заполняем здесь, чтобы не засорять наши почтовые ящики. И уже потом, в середине мая до конца июля, уже вот эти census takers, они будут ходить, стучать к вам домой и уже вам физически напоминать, что заполните этот application. Okay, Mark, and now we are on a line regarding the fraud and other different issues that can come out. Sure. And we actually already had a victim in our previous months who called us, and she got a phone call in Russian language, and person on the phone actually asked her social security and bank information and represent herself that she's from census. So we already had a victim. Can you tell us about the specific information that census will not ask and how people need to avoid the fraud? Я попросила Марка рассказать все-таки, что Ценсусное бюро нас не будет спрашивать и как защитить себя от мошенников. Дорогие слушатели, слушайте внимательно, потому что это очень-очень важно. У нас уже в прошлом месяце была одна пострадавшая, которой позвонил кто-то на русском языке. Я думаю, что не одна, это позвонила нам в студию одна. Так как было Да, больше. позвонила Берегите нам в себя. студию одна, но уже есть пострадавшие, когда получают они звонки на русском языке. На другой линии говорят, что они представители из бюро по переписи населения, спрашивают банковский номер счета, спрашивают social security и так далее. Поэтому очень важно защитить себя от мошенников, защитить своих детей от мошенников, защитить вашу конфиденциальную информацию. Сейчас нам Марк расскажет как раз, что нам нужно делать. Okay. So, for the 2020 census, we won't ask for anybody's social security number. И для переписи населения в этом 2020 году никто вас не будет спрашивать social security номер. Will not ask for money or donations. Мы не будем просить никакие вот эти пожертвования, денежные пожертвования для нас. We won't ask for anything on behalf of a political party. Мы не будем спрашивать, к какой политической партии вы относитесь или за кого вы хотите голосовать. Мы не будем об этом спрашивать. And we won't ask for any like bank account or credit card information. Мы не будем спрашивать вас информацию ни о каких банковских аккаунтах, ни о каких ваших кредитных карточках. А social security? No, we don't ask for that for the 2020 census. Мы не спрашиваем номер вашего social security. Пожалуйста, если кто-либо спрашивает вас эту информацию, social security, банковский аккаунт, просит какие-то донейшены, какие-то пожертвования вас деньги, спрашивает, к какой политической партии вы относитесь, это красные флажки, тревожные красные сигналы, что человек, который перед вами находится, или человек, который по телефону, он мошенник. Ни в коем случае не отвечайте им на эти вопросы, не давайте им никакую информацию. Лучше приходите в наш Slavic Family Media Center, заполните всю информацию здесь или в библиотеках, в любых других мобильных центрах. Заполняйте информацию, чтобы защитить себя от мошенников. А что делать с этими мошенниками? Если они позвонили, то в полицию обращаться или к вам можно, Татьяна, звонить? What people need to do if they getting these phone calls, for example, or they see someone at the door? Right. There's a couple things they can do. They could call the Census Bureau customer service hotline to report that kind of information. И вот одно из вещей, если вы получили такой звонок, будет информация вам на почтовых открытках, телефон. Это Customer Service, бюро по переписи населения, куда можно позвонить и сделать репорт по поводу вот этих звонков. Do you want me to give the number right now? Okay, go ahead. It's 1-800. Это 1-800 923 923 8282. 8282. Это именно Customer Service Ценсусного бюро, куда можно будет позвонить. When people will get these pretend fake census takers at the door, what people need to do? Well, they could verify
that they're official. The budget, right? They have a badge which has their name and our the Department of Commerce logo on it. They also have an official Census Bureau iPhone that has the Census Bureau information вот on it. смотрите, те люди, которые будут у вас, допустим, позвонили к вам в дверь, у них должен быть официальный такой badge, как... Бейджик мы так называем. Да, так и называем. И также телефон... Удостоверение личности. Да, удостоверение личности. И также телефон у них будет, который принадлежит к цензусному бюро. So the phone and the badge will have a census logo and specific information. То есть и на телефоне, и на вот этом удостоверении личности, которое именно от бюро по переписи населения, будет специальный значок. So similar like you have, right, on your jacket, специальный значок, который, что они являются представителями от бюро. They also have a bag that they use that has the Census Bureau on the side, and they should always identify themselves when they go to И talk у to них somebody. будет еще специальная такая сумка, на которой написано, что они из цензусного бюро, из бюро по переписи населения. И самое первое, что они будут делать, они будут говорить, что они будут вам показывать свое имя, фамилию и кто они, какими представителями они являются. Great. So it's better for people to do not provide any confidential information regarding social security and bank account, and do not donate any money to anyone. Right. What Yeah. else? If they're asked that, then it's not the 2020 census. То есть, если кто-либо спрашивает вас эту информацию, это мошенники, ни в коем случае не давайте им эту информацию. И желательно, конечно, чтобы вы сообщали об этом, сообщали по телефону 1800-923-8282. Если у вас какие-то вопросы есть, вы также можете звонить к нам в лютеранскую организацию в Crime Victim Advocacy Program по телефону 971-888-7833. So if you are getting all those fake phone calls, you can call also to Lutheran Community Service Crime Victim Advocacy Program 971-888-7833 to discuss all this issue. Но для заполнения аппликейшенов можете обращаться в Slavic Family Media Center, вы можете обращаться также в библиотеки, so the library will have a like mobile station for census. We also trying to your bureau also try to organize in the churches, so recruit different people. Yeah. У нас последний такой есть вопль, пришел к нам в наш мобильный портал, и я не буду полностью читать, потому что We это have a странно. very sensitive questions and interesting Да. questions. А какую национальность можно указать? Если, например, фамилия Вася Пупкин, разве можно написать, что мы французы или шведы? Ведь когда мы заполняли документы на Social Security, вся информация была уже предоставлена. Зачем, мол, нас трогать? Есть информация уже полностью вся, просто поднимите ее и используйте. Ведь если кто-то умер, то эта информация также отмечается в Social Security. В общем, нас отправляют в Social Security, не хотят не все, но некоторые участвовать в переписи населения. Но так было не только здесь. Это не народ, здесь говорят, странный народ. Не народ странный. Это обычная, нормальная процедура в любой стране. Ее нужно пережить. Но здесь, по крайней мере, если там нам говорили, что мы просто должны это сделать, потому что должны, здесь мы знаем, что мы должны это сделать для нас и наших родных и близких, чтобы у них было достаточное количество программ, чтобы их жизнь была лучше, чем наша сейчас. Верно? Да, очень длинный вопрос. Очень длинный вопрос. Это больше не вопрос, а какое-то возмущение определенное. Ну да. It's more like the statement because some people don't want to participate, and the main reason is like, okay, if you have a very common Ukrainian Russian name, like you read the last name and you're not American, and you also have Social Security and all information, like the Social Security Bureau has all information, like why we still need to participate. So it's, Ну, безусловно, это говорит о том, что мы не заинтересованы в
будущем светлом наших родных и Yeah, it близких. seems like, yeah, what Olga's saying, it seems this statement, it's like the person is not very interested in the future of the community and the future of the, development of the state or maybe on a specific area of the state or the city or region. So some of that too, I think, is that with the Social Security department or if any types of those agencies have our information, there's also rules and laws guiding about how they can share it. So the same way that we're not allowed to share the information that we collect because we want to keep that information private and keep people's information confidential, there are certainly other rules and regulations around what other agencies can do too. И вот что Марк говорит, даже если отдел Social Security хранит нашу информацию, но у них есть специальные policy, специальные правила, неразглашение этой конфиденциальной информации, точно так же, как Бюро по переписи населения, у них есть их правила о неразглашении информации. Например, как каждый из них дал присягу, что до конца жизни они не имеют права поделиться ни о какой информации, которую они прочитали в каком-либо application. Поэтому это создает те не барьеры, а как бы те границы, что Social Security хранит их информацию, а ценностное бюро собирает свою информацию и, соответственно, в дальнейшем предоставляет статистику для штата для предоставления и распределения ресурсов. Мы получили сообщение от этого же абонента. Он говорит, да нет, я о том, что наш народ до сих пор иногда что-то пытается спрятать, то, что уже давным-давно известно государству. Okay, this listener make another statement saying that sometimes it's very common for Slavic community or for people from former Soviet Union to hide some information, while this information already known for the government. For example, like through the Social Security office. So it's just like no reason to hide like. So I think, я думаю, что он как бы вдохновляет все-таки участвовать в переписи населения. Он вдохновляет все-таки So I think like he's still like encourage people. Может быть, передумал. Like, okay, no, participate, just go participate in the census. Don't think like that you need to hide and just do this. Yeah, I mean, the safety and security of that information and keeping it confidential is extremely important to the Census Bureau. So I hope, the work that you all are doing, helps alleviate some of those concerns in your community, because I certainly do understand them. И вот, конечно, нам, дорогие слушатели, очень важно понимать, что Бюро по переписи населения, для них сохранение информации конфиденциальной — это очень важно, это большая priority, и поэтому они следуют этим правилам, которые записаны в Конституции для них и для всех сотрудников, кто работает в этом отделе. И также для нас, кто помогает нашему населению участвовать в этих процессах, вот почему я сделала для вас эту передачу, вы можете просмотреть ее в записи снова, услышать обратно все наши телефоны и обратиться в студию. Если вам нужна помощь в заполнении этих аппликейшенов, то, пожалуйста, слушайте нас снова, смотрите ваши аппликейшены по интернету, именно отправляйте туда, в Ценсусное бюро, но не тем фальшивым аккаунтам, которые могут быть на интернете, и также по телефону звоните именно те телефоны, которые вам придут по почтовым карточкам или по письмам, но не по фальшивым телефонам на интернете, поэтому будьте внимательны, будьте внимательны, наблюдайте вот эти красные тревожные флажки, которые могут вам говорить, что все-таки мошенники с вами контактируют, и участвуйте в переписи населения, которая наступит уже очень скоро, уже в ближайшую неделю, потому что мы на пороге этого. И спасибо, Ольга, спасибо вашей студии за оказание помощи в проведении этой передачи. Thank you, Mark, so much. I just briefly mentioned that in Russian that people has to be aware and submit application exactly to the address that they will receive on a postcard or through the letter or over the phone that they will receive the phone number on the cards, not on any fake numbers or fake websites on the internet. And I just encourage people to participate in the census. Thank you so much for being with us today. Thank you. My pleasure. Thank you.
Итак, друзья, мы завершаем эфир на этом. До встречи через месяц. Татьяна Бондарчук. Услышимся на радио Slavic Family 10:40 АМ. Спасибо, дорогие С слушатели. транспортными расходами вы можете ездить на TryMed всего за $28 в месяц. Это на 72% дешевле, чем обычный тариф для взрослых. Если вы в настоящее время пользуетесь Snap, Oregon Health Plan, VIC или другими социальными программами, вы, вероятно, имеете право на льготный проезд в TryMed. Также вы можете получить скидку на основе вашего дохода. Узнайте больше о сниженных тарифах и о том, можете ли вы пользоваться данной программой, посетив веб-сайт trymed.org/hop/ru. Имеете право на льготный проезд в TryMed. Также вы можете получить... Церковь Любовь Божья приглашает всех прекрасных женщин, девушек и девочек на женскую конференцию «Бог знает твой адрес», которая состоится 6 и 7 марта. 6 марта в 10 утра молитвенный завтрак. Для регистрации на завтрак звоните 360 609 3707. В пятницу 6 марта в 7 вечера открытие конференции. И в субботу 7 марта в